Добрый день! Сегодня мы рассмотрим выпрямительный диод из кремниевых сплавных диодов. Это выпрямительный столб. Это выглядит вот таким вот образом. Получается, соединяется последовательно 6 диодов и выходит у нас данный диодный столб. Предназначается главный выпрямительный столб этот для преобразования переменного напряжения частотой до 1 кГц. В своей серии этот выпрямительный столб является самым большим, 1008. Это самый большой из своей серии. Выпускались они в советское время в пластиковом корпусе с жесткими выводами. Вывода у них находятся по краям. Тип столба и схема вывода находится по краям вот такой вот формой. Сейчас фокусироваться попробуем. Хочешь фокусироваться? Ну, получается, с одной стороны форма гайки сделана, а с другой стороны сделана тоже резьбовая часть, но уже круглая форма на резьбовой части, как видим мы. Вот, сфокусировалась. Круглая. С этой стороны гайка пятигранная. Вот. Получается, если нам смотреть, то это как раз обозначение выводов, где находится у нас катод, где находится анод. В этих столбах, получается, могут быть сборка диодов до 10, 15 и более с расчетом падения напряжения. Все здесь предусматривается, это в техническом паспорте. Серия таких диодов начинается с D1004, 1005, и есть разновидность 1005B, потом 1006, 7 и 8. Вес данного радиоэлемента составляет не более 60 грамм. Более меньшего размера, которые диоды 104 и 105, у них длина составляет где-то 57 сантиметров длиной. А данная моделька, начиная от 105B и до данной модели, он составляет ровно 10 сантиметров длина этого столба. Разновидность данных диодных столбиков есть разная. Есть вот такой разновидность столбика. Мы его рассмотрим в следующем видеоролике. Содержание у них по паспортам и содержат и золото, и серебро, и вроде бы платину еще содержат. Я не помню. Но мне как на драгметалл он не интересен. Мне интересен он как радиоэлемент. Электрические параметры данного столба составляют предельные эксплуатационные данные при паспортном значении. Импульсное обратное напряжение данного диода этой модели, именно 1008, составляет 10 тысяч вольт. Это импульсное обратное напряжение. А средний прямой ток при температуре рабочей меньше 80 градусов составляет 50 миллиампер. При температуре уже 100 градусов составляет 30 миллиампер.
И при температуре уже плюс 125 градусов составляет 20 мА. Частота без снижения рабочего режима равна 1 кГц. Температура корпуса данного диода не превышает 140 градусов при рабочей температуре от минус 60 до плюс 125 градусов Цельсия. Допускается работа столба на частоте выше 1 кГц при условиях, что ток обратный не превышает 250 микроампер, именно микроампер, вот, то можно и более 1 кГц применять эти диодные столбы. При этом допускается перегрузка на данные столбы по прямому току до 2,5 ампер в течение 3-4 периодов примерно. Можно еще допустить параллельные и последовательные соединения до 50 кВт. Соединение столбов одного типа именно нужно проводить, а разноименные типы столбов могут пагубно повлиять на сборку. При последовательном соединении нужно учитывать, что нужно шунтировать будет конденсатором емкость, которая выбирается из выбранных условий. А данные конденсаторы тоже можно рассчитать по формулам. Сейчас я вам формулу не скажу, это надо полистать, почитать. Но так как я знаю, что это все рассчитывается, это как бы все легко делается. Нужно только правильно почитать инструкцию по расчетам данной емкости. При монтаже данных столбов должны быть приняты меры по обеспечению емкости столба относительно земли, не менее 3 пикрофарад. Для этого воздушный промежуток между шасси, соединением с корпусами столбов, должно быть не менее 5 мм. Целесообразно данные диодные столбы соединять вертикально по отношению шасси с целью обеспечения минимальной емкости. У нас в устройствах они устанавливались именно вот так вот в установках. В старых советских установках, которых уже не существует. Для того, чтобы обеспечить минимальную емкость данных диодных столбов. Как я говорил уже ранее, разновидность таких диодных столбов очень велика. У меня в наличии имеются 2 разновидности. Этот диодный столб имеет один вывод, по одному выводу с каждой стороны. Есть такие диодные столбы, по 2 вывода имеют. Потом есть круглого образца и так далее. В старых советских телевизорах применялись часто можно было найти круглые диодные столбы. Они предназначались для питания второго анода кинескопа на телевизорах. Они были округленные, такие вот, наверное, вот как этот карандаш, примерно так выглядели. Вот. Чтобы проверить целостность данных диодных столбов, проверить можно мультиком. У нас получается на данном диодном столбе диод, стрелочку-то смотрит вправо. Получается у нас здесь катод. Мы сюда мультиком ставим щуп. И сюда ставим второй щуп. Здесь у нас получается анод. Мультик выставляем на звуковой сигнал на прозвонку диодов. И если у нас нет короткого замыкания, то мы сигнал
звуковой не услышим, и у нас здесь покажут параметры. Почему такие советские столбы диода уже сейчас не применяют и не выпускают? Потому что, во-первых, в них идет падение напряжения, и они уже в данный момент малоэффективны. Есть более простые схемы, которые применяются в замену этих диодных столбов. Почему здесь такое большое падение напряжения? Ну, это объясняется все очень просто. Возьмем любой простой диод, скажем, неважно, возьмем один диод, у него будет падение напряжения 0, допустим, там 7 вольт, скажем, там в этом диоде. Вот. Но так как здесь сборка, допустим, из таких диодов, уже из 10 диодов, значит, при сборке складывается каждое падение напряжения каждого диода, и получается уже не 0,7 вольт, а именно 7 вольт напряжения теряется. Так как здесь 10 тысяч вольт, он рассчитан на 10 тысяч вольт данный диод, падение напряжения у данного диода, падение напряжения, согласно паспортным параметрам, все это можно рассчитать. Вот. Ну, вот такой был краткий обзор данного диодного столба. Этот мой диодный столб рассмотрим как-нибудь в следующем видео. И, возможно, так как он у меня уже поврежден, попробуем его распилить и посмотреть, что в данном диоде находится внутри, как он из себя выглядит внутри составляющей части. Это мы все сделать попробуем в следующем видео. А этот диод я уж пилить не буду, потому что он у меня новенький, только из упаковочки. Их у меня 4 штуки. Я их пока придержу, пускай полежат, может где-нибудь и пригодятся. Но если, как говорится, нигде не пригодятся, мы, возможно, для контента тоже сделаем распил и посмотрим, что содержится внутри. Но этот диод мы точно распилим, так что ждите следующий видеоролик об этом диоде, диодном столбе, правильно говорить. Всю техническую часть изучим и заодно внутренности конструкции данного диодного столба посмотрим. Всем спасибо, всем всего доброго, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, продвигайте канал, пишите в комментариях, может где-то что-то я забыл сказать, уточнить, или что-то вы интересное хотите увидеть, возможно, у меня это попадется. Мы это разберем, изучим технически, как это работает, и по возможности посмотрим, как это выглядит изнутри. Всем пока!